Когда я перешел на тот свет, я понял главное: привычные представления об аде и рае – это лишь отражение человеческих страхов и надежд, но не сама реальность. Здесь, в мире после смерти, все устроено иначе, чем мы привыкли думать при жизни. Никаких огненных озер и вечных мук нет, но нет и пассивного, беспечного рая, где души лишь отдыхают в покое. История, которая перевернула все представления о смерти, началась с обычного человека, Роберта Бенсона. На первый взгляд, в нем не было ничего необычного: простой британский священник, человек слова, веры и традиций. Его жизнь прошла в скромности и служении людям, и он никогда не стремился к славе или известности. Но судьба решила иначе. Внезапно скончавшись в начале 20 века, Бенсон оказался по ту сторону реальности, в том самом месте, которое многие называли тем светом. Никто и представить не мог, что вскоре он найдет способ связаться с миром живых и рассказать о том, что видел. Самое удивительное в его истории – это способ, которым она была донесена до людей. После смерти Роберт Бенсон связался с Энтони Борджиа, известным британским медиумом и духовным автором. Именно ему было суждено стать проводником между миром мертвых и живых и рассказать людям о сенсационных открытиях, которые ждали их по ту сторону жизни. Энтони Борджиа не был случайным человеком в этой истории. Он был образованным, скептически настроенным, всегда проверяющим любую информацию человеком. Когда Роберт Бенсон начал передавать свои сообщения через Борджиа, тот изначально не поверил в подлинность происходящего и был готов списать все на плод воображения. Однако скоро Борджиа столкнулся с фактами, которые нельзя было проигнорировать. Роберт Бенсон описывал мельчайшие детали своего прошлого, о которых никто не мог знать, кроме него самого. Он упоминал события, произошедшие после его физической смерти, и которые были позже подтверждены свидетелями и родственниками. Эти невероятные подробности ошеломили даже самых ярых скептиков. Бенсон точно описал свой похоронный процесс, разговоры своих близких и даже точные действия, которые предприняли его друзья и семья. События, подтвержденные свидетелями, совпадали с тем, что сообщал Роберт из загробного мира буквально слово в слово. Но еще большим потрясением стали откровения о самом загробном мире. Роберт Бенсон утверждал, что смерть не является концом сознания, а лишь переходом в другую реальность. Он рассказывал о встречах с душами людей, которых знал при жизни, и о том, как там устроена жизнь, насыщенная, активная и полная взаимодействий. Он опровергал традиционные представления о райских садах и адских муках, говоря, что реальность за пределами земной жизни гораздо более сложна и многогранна. Роберт подчеркивал, что человеческая душа сохраняет свою индивидуальность, память и эмоции, и продолжает развиваться и учиться даже после физической смерти. По его словам, там каждый человек проходит путь осознания своих ошибок, понимания смысла жизни и дальнейшего развития духа. Эти заявления вызвали огромный резонанс. Для многих людей это стало не просто открытием, но и надеждой на то, что смерть не лишает смысла прожитую жизнь. Рассказы Бенсона пробудили в людях новый взгляд на духовность, религию и восприятие самого себя. Многие религиозные деятели были ошеломлены и даже испуганы такой информацией. Ведь откровения Бенсона могли перевернуть вековые убеждения о загробном мире, которые веками передавались из поколения в поколение. И хотя церковь изначально с осторожностью отнеслась к заявлениям Бенсона, сами верующие начали все чаще обращаться к его сообщениям как к источнику утешения и понимания своей судьбы. Сам Роберт Бенсон через Энтони Борджиа призывал людей не бояться смерти, а видеть в ней естественный этап существования, который ведет к новым горизонтам и возможностям. Он говорил, что на том свете нет окончательного суда, а есть лишь объективная реальность, где каждый получает возможность увидеть результаты своих действий и поступков и учится на собственных ошибках. Одним из самых впечатляющих аспектов послания Роберта была его точность в описании деталей загробного мира.
Он говорил о том, что там существуют особые энергетические структуры, напоминающие города, сады, библиотеки и учебные центры, где души изучают законы Вселенной и свой жизненный путь. Эта информация подтверждалась и другими медиумами и исследователями, что придавало его словам еще больший вес. Энтони Борджиа, несмотря на свой критический склад ума, не мог отрицать очевидного. Передаваемые сообщения содержали факты, которые были подтверждены позже независимыми источниками и свидетельствами. Борджиа понял, что он стал частью уникального события, которое могло навсегда изменить представление людей о жизни и смерти. Таким образом, сообщения Роберта Бенсона из загробного мира стали одними из наиболее достоверных и важных свидетельств существования жизни после смерти. Борджиа посвятил всю свою последующую жизнь публикации этих откровений, стараясь донести до человечества важность осознания того, что физическая смерть – это лишь переход к другой форме бытия. Эта история оказалась не просто сенсацией. Она стала глубокой психологической и духовной революцией для многих людей, заставившей их пересмотреть свое отношение к жизни и смерти, страхам и надеждам. И сегодня откровения Роберта Бенсона продолжают вдохновлять и помогать людям обрести покой и понимание своей роли во Вселенной. Естественно, сообщения Роберта Бенсона вызвали не только восхищение, но и шквал вопросов и сомнений. Для многих людей было важно получить доказательства, чтобы поверить в столь необычные и сенсационные заявления. Энтони Борджиа понимал это лучше всех, поэтому решил подтвердить слова Роберта неоспоримыми фактами и свидетельствами. То, что люди называют адом, действительно существует, но это не наказание извне, а лишь отражение внутреннего состояния души, ее мыслей и поступков. Эти низшие сферы существуют, чтобы каждая душа могла увидеть последствия своих действий, столкнуться со своими страхами, болью и ошибками лицом к лицу. Души, попавшие туда, мучаются не от внешнего наказания, а от осознания того, какой вред они нанесли другим и себе. Я лично видел эти миры. Они погружены в сумеречный мрак, где сознание души как будто застряло в повторении одних и тех же ошибок, бесконечно переживая свои худшие поступки. Однако, что самое важное, эти состояния не вечны, и даже в самых тяжелых случаях всегда есть возможность осознания и изменения своего состояния. Мне удалось общаться с душами, находившимися в этом сумрачном мире. Они рассказывали, что самое страшное – это ощущение безысходности и повторяющихся переживаний своих негативных эмоций и действий. Именно поэтому так важно еще при жизни осознанно подходить к своим поступкам, словам и мыслям, ведь именно они определяют, в каком состоянии сознания душа окажется после перехода. Высшие же миры, которые на Земле принято называть раем, также совсем не похожи на земные фантазии о вечном блаженстве и праздном отдыхе. Там, где оказываются души, сумевшие прожить свою жизнь с искренней любовью и мудростью, царит атмосфера гармонии, радости и глубокого внутреннего понимания. Эти места наполнены светом и теплом, которое исходит не от внешних источников, а от самих душ. В этих высших сферах душа испытывает невероятную ясность и расширение сознания. Она способна понять смысл всех событий своей жизни, почувствовать глубокую связь со всеми живыми существами и со всем мирозданием. Там люди наконец понимают, что смысл жизни заключается в духовном развитии, осознании любви и сострадания, а не в накоплении богатств или достижении власти. Мне довелось побывать в таком высшем мире и ощутить его на себе. Там я встретил души, которые посвятили свою земную жизнь помощи другим, развитию сознания и любви к миру. Эти души продолжают помогать тем, кто находится ниже по уровню развития, направляя их и вдохновляя на дальнейшие движения. Одним из удивительных аспектов высших миров является их потрясающая красота и гармония. Там существуют прекрасные сады, озера и цветущие поля, которые отражают внутренний мир душ, обитающих там. Цвета, звуки и ощущения в этих местах намного ярче и интенсивнее, чем мы привыкли воспринимать на Земле.
Первым и наиболее убедительным доказательством стал уровень детализации, который предоставлял Бенсон. Душа священника описывала события и обстоятельства, которые никак не могли быть известны Энтони Борджиа или кому-либо другому. Например, Роберт рассказал о точном месте хранения семейных документов, о которых даже его близкие родственники не знали, но которые были обнаружены после его указаний. Следующее подтверждение было связано с описанием похоронных процедур и действий родственников после его смерти. Роберт упомянул слова, сказанные его братом и другом возле гроба, а также описал предметы и детали похорон, о которых знали всего несколько человек. Эти факты были тщательно проверены и подтверждены очевидцами, что стало первым мощным ударом по скептицизму критиков. Третьим и не менее убедительным свидетельством были сообщения Бенсона о событиях, которые произошли после его смерти. Роберт сообщал Борджиа о предстоящих событиях в семьях его друзей и знакомых, которые впоследствии подтверждались. Например, он заранее рассказал об определенных ситуациях, которые позже случились точно так, как он описывал. Эти случаи были тщательно документированы и переданы независимым исследователям, которые подтвердили полное совпадение предсказанного с реально произошедшим. Такой уровень точности нельзя было объяснить простым совпадением или угадыванием, что сильно укрепляло доверие к сообщениям Роберта. Еще одним мощным аргументом было сходство рассказов Роберта Бенсона с сообщениями других медиумов и исследователей загробного мира. Люди, незнакомые друг с другом, из разных стран и эпох, описывали идентичные детали и обстоятельства жизни после смерти. Эти свидетельства формировали общую картину, в которой рассказы Бенсона вписывались с поразительной точностью и ясностью. Научное сообщество тоже не осталось в стороне. Исследователи, психологи и парапсихологи начали тщательно проверять факты, изложенные в материалах Энтони Борджиа. Ученые проводили эксперименты и тесты, направленные на выявление любых несоответствий или признаков выдумки, но их попытки опровергнуть слова Бенсона неизменно терпели неудачу. Особенно важными были выводы психологов, которые изучали текст сообщений Роберта. Они единодушно заявляли, что уровень и глубина понимания, продемонстрированные в посланиях, значительно превосходили возможности Энтони Борджиа. Сам Борджиа никогда не имел столь глубоких и разносторонних знаний в описываемых им областях, что полностью исключало возможность авторства с его стороны. Кроме того, доказательством стало и поведение самого Борджиа. Он не извлек из своих публикаций никакой личной выгоды, кроме глубокого внутреннего удовлетворения от понимания важности своей миссии. Борджиа отказывался от громкой славы, часто уклонялся от интервью и публичных выступлений, что свидетельствовало о его искренности и честности. Реакция духовного сообщества также заслуживает внимания. Многие известные духовные лидеры и религиозные авторитеты, сначала критиковавшие откровения Бенсона, со временем признавали важность и ценность его сообщений. Они видели в них подтверждение многих духовных учений и призывов, которые ранее были лишь предметом веры, но не конкретного опыта. Интересно, что рассказы Бенсона совпадали с древними эзотерическими учениями и мистическими текстами разных культур и эпох. Современные исследователи находили поразительные параллели с ведическими текстами, тибетской книгой мертвых и даже древними египетскими описаниями загробного мира. Эти сходства доказывали, что Роберт Бенсон сообщал не личные фантазии, а истинные знания о реальности, которая известна человечеству тысячи лет. Научные и исторические подтверждения, совпадения с сообщениями других медиумов и отсутствие каких-либо доказательств фальсификации привели к тому, что откровения Роберта Бенсона начали восприниматься серьезно даже самыми критически настроенными людьми. Его свидетельства стали мощным аргументом в пользу реальности жизни после смерти и изменили восприятие миллионов людей. В конце концов, истории и доказательства, приведенные Робертом Бенсоном и Энтони Борджиа, превратились не просто в сенсацию. Они стали частью мировой культуры, оказав огромное влияние на психологию и философию современного человека. Послания Бенсона несли не страх и не тревогу,
а надежду, ясность и глубокое понимание того, что смерть – это лишь новый этап, продолжение пути. Сегодня эти откровения помогают людям обрести внутренний покой и понимание смысла жизни. Они вдохновляют на то, чтобы жить осознанно, осмысливая каждый свой поступок и принимая ответственность за свою судьбу. Ведь именно так, по словам Роберта Бенсона, человек может подготовиться к продолжению путешествия в мир, который открывается после завершения земной жизни. То, что рассказал Роберт Бенсон о загробном мире, поразило даже самых подготовленных исследователей. Он описал реальность, в которой оказался, настолько подробно и реалистично, что у многих не осталось никаких сомнений в правдивости его слов. То, что казалось абстрактным и неясным, получило конкретное подтверждение в его посланиях. Первое, о чем говорил Роберт, это о самом моменте перехода из нашего мира в другой. Он утверждал, что переход этот абсолютно естественен, не вызывает страха или паники, а ощущается как освобождение и пробуждение после глубокого сна. Человек в первые секунды после смерти еще не осознает, что произошло, и только постепенно начинает понимать, что перешел в иную форму существования. Бенсон подчеркивал, что никакой тьмы, никаких адских мук или небесного суда в буквальном смысле слова не происходит. Вместо этого сознание просто расширяется, получая доступ к воспоминаниям, переживаниям и пониманию, которые были недоступны в земной жизни. Это осознание происходит мягко, спокойно и естественно, без драматизма и страданий, которые часто изображают в популярных культурах и религиях. Один из самых удивительных моментов его рассказа касался встречи с теми, кто ушел раньше. Роберт описывал, как после перехода в загробный мир он увидел людей, которых знал при жизни, и даже тех, о ком слышал только в истории и легендах. Встречи с этими душами не вызывали удивления или страха, а были настолько естественными и радостными, будто он возвращался к старым и дорогим друзьям. Он утверждал, что мир после смерти полон активности и взаимодействия. Души продолжают общаться, учиться, творить, обмениваться опытом и знаниями. Там нет понятия времени, каким мы его знаем, события воспринимаются через ощущения, эмоции и состояние сознания, а не через часы и календари. Еще одним важным моментом стало утверждение Бенсона о том, что жизнь после смерти – это не просто пассивное существование, а активное духовное развитие. Душа не теряет свою индивидуальность или личные черты характера, а напротив, становится более осознанной, цельной и свободной от ограничений земного тела. Там каждое существо стремится понять истинный смысл жизни, осмыслить свои земные поступки и продолжить духовный рост. Роберт подробно описал среду, в которой оказываются души после перехода. Это не просто абстрактное пространство, а реальный мир с собственной архитектурой, природой и структурами. Он рассказывал о великолепных садах и парках, где души отдыхают и восстанавливают свои силы после трудной земной жизни. Отдельное внимание он уделял местам обучения и развития. По словам Роберта, на том свете существуют огромные библиотеки, где каждая душа может получить доступ к безграничному знанию Вселенной. Эти знания открываются постепенно, в зависимости от уровня сознания и готовности воспринимать их. Более того, Роберт Бенсон сообщил о существовании особых наставников, душ, которые прошли уже далеко вперед в духовном развитии и теперь помогают другим, недавно перешедшим, осознать свое новое состояние и продолжить путь. Эти наставники не похожи на ангелов в традиционном религиозном понимании, это такие же человеческие души, достигшие высокого уровня осознанности и мудрости. По словам Бенсона, никаких кар и наказаний на том свете не существует. Вместо этого души самостоятельно осознают последствия своих земных поступков. Они ясно видят, как их слова и действия повлияли на окружающих, испытывая одновременно и раскаяние, и понимание того, как поступить лучше в будущем. Он рассказывал, что никто не остается без поддержки, даже если осознает, что прожил жизнь не лучшим образом.
каждой душе дают шанс понять, переосмыслить и исправить свои ошибки, подготовиться к следующему этапу своего существования. Роберт утверждал, что загробный мир – это место абсолютной справедливости и любви, где нет места жестокости и равнодушию. Особенно удивительными стали его слова о том, что на том свете каждый может получить доступ к воспоминаниям своих прошлых жизней. Души видят связь между разными этапами своих воплощений, понимая глубинный смысл всех прожитых опытов. Они осознают, что каждая жизнь – это часть большого пути, который ведет к духовному совершенству. Бенсон объяснял, что страх перед смертью, так распространенный среди людей, полностью не обоснован. На самом деле человек боится неизвестности, а не самой смерти, ведь она – лишь переход к новому этапу существования. Его послание было ясным и утешительным: смерть – это не конец, это продолжение путешествия души к истине. Откровения Роберта Бенсона произвели огромный эффект на людей, которые долгие годы боялись и избегали думать о смерти. Его слова подарили многим надежду и уверенность в том, что после ухода из физического мира существует другая, не менее реальная и значимая жизнь. Это стало началом новой волны исследований и изучений загробного мира, изменивших представление человечества о самом важном и неизбежном событии в жизни каждого из нас.